Мы сегодня будем говорить о подростках, и эта группа в среднем от 10 лет. Почему в среднем? Потому что у детей идет очень активная в этом возрасте фаза развития, и те дети, которые еще физически не готовы выполнять упражнения как взрослые, со взрослой группой, им сложно, тяжело, мы их, конечно, сначала адаптируем в группе 7-10 лет. Да, то есть это старшая детская группа. Все остальные дети, по крайней мере в мою группу, от 10 лет ходят даже вместе со взрослыми. Я выделяю отдельные занятия для подростков, но бывает так, что кто-то из взрослых говорит: ой, а мне удобно в это время сегодня прийти, я позанимаюсь с подростками. Они берут и приходят. Родители приходят. И дети, бывает, тоже говорят: а я сегодня хочу со взрослыми позаниматься. Да пожалуйста. Так как я работаю в мини-группе, мини-группа у меня максимум 6 человек, и бывают такие ситуации, когда кто-то уехал, кто-то заболел, и осталось 2 ребенка. Я их просто прошу, и они совершенно с большим удовольствием приходят на обычную тренировку для взрослых и прекрасно справляются, как вы уже это видели на опыте. И бывают даже такие ситуации, когда у меня на занятиях взрослые люди разного возраста, женщина около 70 лет, 50 лет, женщина среднего возраста около 40, тут же подросток 16 лет и тут же девочка 7 лет, просто потому что мама пришла с дочкой. И тогда я ей даю миди-борд, она на борде своего размера занимается, соответственно, все остальные распределяются уже по взрослым бордам. И даже девочка такого возраста прекрасно воспринимает информацию. Ну, а если нужно где-то подкорректировать, я просто уже подхожу, корректирую, помогаю, и это даже не вызывает особого резонанса. Наоборот, все как-то чувствуют себя комфортно на занятиях. Давайте поговорим немножко про особенности для детей от 10 лет. Что здесь происходит? У детей этого возраста, во-первых, что формируется? Вот как вы думаете, у вас есть сын-подросток, да? И чем этот возраст отличается от возраста, допустим, 3-4 года назад? У них самодостаточность какая-то формируется, то есть они уже что-то знают, могут подсказывать, другие свои мнения подсказывать. Ну, это если психологически сказать. Да, и эти моменты психологические, они очень важны и в группе, то есть не только в жизни, но и в группе. Действительно, у детей формируется свое мнение, и им важно, чтобы их мнение слушали, слышали. И подростки, когда они из дома приходят на занятия, они хотят, чтобы прислушивались к их интересам. Это важно. Именно поэтому замотивировать детей тренироваться в таком возрасте вообще-то крайне сложно. И если ребенок долгое время не занимался спортом каким-то одним, то у него уже прямо очень избирательность повышенная. И он будет заниматься только тем, что ему нравится. Но есть в этом всем и преимущество. Они заключаются в том, что ребенок выберет занятие с сипбордом не только потому, что это интересно, а я немножко повторюсь, потому что ребенок уже понимает, что это нужно для его здоровья. У многих детей, по крайней мере, вот у меня сколько подростков, практически все приходят, потому что они сталкиваются с чем? С какими проблемами? Они, вот до этого мама говорит, что вот у тебя, посмотри, там спина, а у тебя, ну, посмотри, какой ты там невнимательный, да, обрати внимание. Ну, то есть, конечно, это неправильно с педагогической точки зрения указывать, да, обрати внимание на свою невнимательность. По-другому задается здесь уже вопрос, да, а почему ты так считаешь, да, а почему ты не успел? И ребенок уже сам делает выводы, да, почему, и над чем ему нужно работать.
ребенок замечает, что ему в школе сложно учиться. Вот другие дети учатся почему-то на четверке, пятерке, а почему я учусь на тройке? Ну я же стараюсь. А почему я долго делаю уроки? А почему? То есть ему хочется быть все равно первым, ну, то есть лучшим, как, ну, не хуже остальных. И по этой причине подростки в школе, чаще всего в коллективе, когда учатся, они следуют моде, привычкам, тем, которые следуют других, чтобы не отличаться. Да? А когда ты не такой, как все, ты уже начинаются какие-то троллинги на эту тему. А ребенку, конечно, это тоже неприятно. Так вот, в этом возрасте ребенок уже начинает все-таки наблюдать за собой. Да? Дети, допустим, он смотрит, что, допустим, мальчик, он смотрит, что его сверстники, если занимаются в тренажерном зале, занимаются спортом, то они какие? Сильные, то на них больше обращают внимание девочки, что они больше к себе привлекают внимание, с ними другие больше общаются и к ним лучше прислушиваются. И когда они осознают, что у него где-то слабое тело, слабые мышцы, что им кажется, что он не такой красивый, а особенно это активная фаза роста костей, позвоночника. И часто бывает так, что они такие немножко неказистые, худенькие еще, да, мышцы не успевают, позвоночник вытягивается, мышцы не успевают в какой-то период догонять этот рост, да, и естественным образом ребенок начинает сутулиться. А наши занятия что делают? Ребенок же видит, что вот что-то с ним не так, он же хочет быть красивым, правда? А мы как раз ему это и даем, потому что с помощью сипборда очень хорошо может раскрыться грудная клетка, вытянуться позвоночник. Благодаря многим упражнениям мы тело делаем сильным и укрепляем мышечный корсет. Дети в этом возрасте очень здорово вовлекаются в процесс, особенно парной работы. И сипбордом это тоже легко и интересно достигается. Дети с огромным удовольствием выполняют нейроупражнения. Они любят сложности, особенно с маленькими мячами. Дети любят работать с гантелями, любят, когда им даешь мячи с утяжелителем, работать с эспандерами, с мячами пилатес. То есть, когда ты им даешь вот это разнообразие, они сами стремятся сделать это упражнение хорошо. И если ребенок до 10 лет он выполняет, потому что ему говорят, но интересно, то есть у него нету такой мотивации, что я хочу сделать лучше, чем другие, я хочу сделать хорошо, отработать, то уже в более старшем возрасте у ребенка уже включен такой мотиватор. И часто бывает, когда я на занятия прихожу, дети приходят раньше, минут на 15, на 10, в силу своего времени, стыковки своих занятий. И они даже готовят уже тут коврики, балансиры. И что происходит? Они уже достают у меня эти кинезио мячи и начинают отрабатывать упражнения. Почему? Потому что им это интересно, но при этом они уже делают определенную разминку. Теперь давайте поговорим о том, как будет выстраиваться занятие для подростков. Подчеркну, что оно очень схоже на занятия со взрослыми, потому что у них физическое тело практически такое же, как у взрослого человека. Есть, конечно, нюансы, да, то есть у них еще не настолько окрепшие кости, как у взрослого, например, годам к 21 уже считается, что позвоночник полностью сформирован. Еще суставы более слабые, связки. Бывает также, что у подростков часто под коленками ноги болят, в локтевых суставах связки как будто болят и жалуются. Такое часто бывает. Это связано тоже с ростом ребенка, с гормональными изменениями. Вот я в детстве тоже
страдала такой Да, особенностью. дискомфорт вот возникает. Что нужно в этом случае делать? Поменять упражнение, да? Если возникает дискомфорт при выполнении упражнения, Да. смотря какой дискомфорт. Что я здесь имею в виду? Когда мы выполняем упражнения, понятное дело, что у нас включены определенные группы мышц. Работает на сиборде все тело, но какие-то группы мышц все-таки больше. Ну, условно говоря, мы делаем упражнения перекаты на раскрытие грудной клетки. Да? Понятное дело, что рукам будет тяжело, что в области плеч будет тянуть, что мышцы будут растягиваться, те, которые зажаты. И ребенку, который привык вот так вот сидеть и ходить, ему сложно будет поднять плечи, отвести вверх и опустить вниз. Ему сложно будет даже голову ровно держать. Обращаю внимание на то, что маленькие дети, опять же, до 10 лет, они пользуются гаджетами, но у них еще это не закреплено в такую большую привычку, у них не пройден такой большой опыт этого, как у детей более старших. И когда дети вот так вот, они же не держат вот так телефон на уровне глаз, они держат его ниже. И часто они лежат вот в таком положении, в кресле развалятся, смотрят телефон. А давайте теперь понаблюдаем в таком положении, что происходит с осанкой, с позвоночником. И если ребенок большую часть времени своей жизни проводит в таком положении, естественно, у него сразу проблемы и в шейном отделе тоже. Как следствие, ухудшается питание головного мозга, плохое кровообращение, и, естественно, это влияет на его успеваемость, да, на внимательность, на концентрацию внимания и вообще, в принципе, на способность быстро схватывать и усваивать информацию. А по причине того, что в нашем телефоне любое видео, какое ни включи, в любой программе, все основано, опять же, на коммерции, и изначально маркетологи так выстраивают все слайды, яркие картинки, когда быстро информация идет, переключается. А это приводит к тому, что ребенок долго уже концентрироваться на одном не может, формируется вот такая ужасная привычка. Как это связано со здоровьем? С чем, это мы сейчас с чем имеем дело вообще, да? С чем мы имеем дело? С невнимательными детьми, с детьми, у которым сложно сконцентрировать внимание и долго его удержать, с детьми, у которых есть проблемы с шейным отделом, с грудным отделом, с поясничным, слабые неразвитые суставы. Из-за чего? Из-за низкой подвижности. Низкая подвижность. Давайте вспомним, как мы в детстве играли. Все время на улице, на площадках, то скакалки, то резиночки, то мячи, то кучу всяких игр, где постоянно там догонялки, постоянно мы бегали. Сколько я себя помню, и даже в больших городах дети дворами собирались и постоянно во что-то играли, и вот такая была жизнь. А сейчас любую свободную минуту ребенок сразу же все свое внимание фокусирует на телефонном экране. Вот, собственно, к чему мы идем. И именно поэтому на занятиях есть страшная тенденция, и она заключается в следующем. Вот когда я была подростком, я занималась спортом, и родители наши, они гораздо меньше могли выполнить упражнений, чем мы, подростки. А мы такие сильные, мы такие: мама, а я так могу, я так могу, я так могу, и вот так. А сейчас происходит все наоборот. Приходя сюда в зал, взрослые, даже женщины около 70 лет делают упражнения, держат спину гораздо лучше, базовые упражнения гораздо лучше, чем подростки. Вот такая у нас страшная тенденция в этом отношении. И что с этим делать? Ну вот, собственно говоря, мы для этого и есть, да. Сиборд просто прекрасный инструмент для того, чтобы замотивировать детей, для того, чтобы привлечь детей, потому что им нравится качаться, им нравится работать с мячиками, со всем остальным, и мы можем эту палочку-выручалочку использовать. Итак, значит, основная цель наших всех тренировок, которые проходят,
Даже не цель, а цели, да? Точнее как, нет, цель – это оздоровление, цель она одна, да, оздоровление и укрепление физического тела ребенка, подростка. А все остальное – это побочный эффект, приятный. Исходя из этого, какие у нас задачи? Мне кажется, вот в таком возрасте важно завлекать их еще на занятия, что не просто у них занятия, они же ходят на тусовку. То есть им важно еще прийти, пообщаться, потусоваться. Да, это тоже будет одна из задач, да, которые у нас стоят. Но давайте мы с самых главных начнем все-таки, да, для чего мы детей-то сюда собираем. Каким образом мы будем нашу основную цель достигать? Ну, то есть что нам надо проработать? Нам нужно, первое, продиагностировать ребенка и понять, с чем мы имеем дело. Так, мы сейчас пропишем, да, вот, я могу зафиксировать. Вы сейчас пишите вот Какие это. проблемы вот в диагностике? По диагностике подождите пока. Мы сейчас задачи прописываем. У нас сейчас задача. Значит, первая диагностика. Хорошо. Второе. Определение группы занятий ребенка, то есть он будет индивидуально заниматься или он среднестатистический, с чем сталкиваются все дети, и мы можем их объединить. Еще раз подчеркиваю, если у ребенка есть ярко выраженные индивидуальные особенности, может быть, у него травма какая-то была, а может быть, у него очень сильный лордоз, и спина болит, гиперсильный, а может быть, у ребенка, не знаю, там, не приведи Господь, эпилепсия, например, да? Или еще какие-то индивидуальные особенности, которые, а может быть, у него СДВГ. Ну вот я тогда пишу, что определение группы согласно его развитию, да? Даже не развитию, а его индивидуальным особенностям. То есть не все дети могут тогда в группах заниматься, ну, какие-то особенности. Я поняла, да, то есть если обычно... Да, если у нас просто сколиоз небольшой в рамках допустимого, если ну, как бы, да, то ничего страшного. Индивидуальное занятие. Да, и смотреть, как ребенок будет реагировать. Ну, индивидуальные занятия – это отдельная тема, да? Потому что там нужно будет индивидуальный план прописывать. Итак, давайте теперь перейдем к следующей задаче. Вот вы продиагностировали, второе, определили ребенка в группу. Мы сейчас говорим об общей группе. Вы ребенка определили на занятия в общую группу. Что дальше происходит? Значит, следующее. Мы упражнения выбираем какие? Первое. Какие упражнения мы подбираем? То есть первые занятия такие попроще должны быть. Ну, давайте так, мы сейчас не о простоте занятия, а что должно входить в занятие. Давайте пропишем. Первое. Обязательно. Дыхательные упражнения. Обязательно. Потому что у детей, особенно, которые сутулятся, у них очень сильно зажата грудная клетка, а это значит, что у них очень плохо развит дыхательный аппарат. А как следствие у него что происходит? Сбой в работе сердца, плохое кровообращение, не хватает кислорода, конечно, а это значит, что и плохо головной мозг работает, а это и значит, что у ребенка ослаблен иммунитет, и он подвержен любым вирусам, а это значит, что у него, это все вот логично даже, да? А это значит, что ребенок слабый, вялый, голова болит, часто хочет спать, да,
повышенная утомляемость, низкая активность. Пишите. Низкая активность. И, кстати, если ситуация усугублена, то ребенок может быть капризным, депрессивным. И даже агрессивным. Может даже такое быть. И мы включаем, вот мы уже подчеркиваем, да, написали дыхательные упражнения. Дальше обязательно упражнения на проработку всех суставов. Что это нам дает? Разогрев. Ну, разогрев — это понятное дело. Мы сейчас пишем даже не структуру занятия, а мы записываем, что занятие обязательно должно в себя включать. Да? Так, Для чего нам суставы нужно разогревать? Для чего мы их прорабатываем? Проблем у нас не было. Когда мы основные занятия делаем упражнения. Вот смотрите, вот мы работаем, вот смотрите, мы работаем с суставом. Даже изначально мы, когда начинаем упражнение, допустим, мы стоим на борде и прорабатываем просто кисти. Что это нам дает? Разогреваются руки. Я так понимаю. Давайте смотрим вглубь. Межсуставная жидкость. Что делает? Работает, двигается. Да, вот эта жидкость, смазка между суставами, ее качество улучшается. Хорошо суставы смазываются. А рядом с суставами у нас что проходит? Ну, в суставе костей нет, да, то есть и сустав — это соединительный элемент. Связующие, да, ткани, связующие ткани, которые напрямую связаны с мышцами одной кости другой. Конечно же, это влияет и на кровообращение, потому что мы активно работаем с суставами, да, а тепло мы чувствуем сразу же в запястьях, кости, которая следующая идет, да, рядышком, правда? Чувствую. И, соответственно, мы должны пройтись по всем суставам. Угу. Дальше, да, у нас? И когда мы говорим про суставы, естественно, мы включаем сюда и работу с позвоночником. То есть вот эти все движения грудной клетки, наклоны, грудная клетка вперед-назад, может быть, это круговые движения, вращение тазобедренными суставами. Но это мы все еще сделаем. Покажу я, как это все делать на сибборде. Дальше. Мы суставы подышали, суставы мы проработали. Что еще для нас важно? Растяжка нам важна? Растяжка нужна. Конечно. Разогреть мышцы, дальше. Да, вытяжение позвоночника для нас важно? Конечно, важно. Потому что когда у подростков слабые мышцы спины, возникает сильная компрессия. То есть позвонки сильно давят друг на друга, что пережимает нервные окончания, и, соответственно, возникают через какое-то время болевые ощущения. Но пока организм молодой, эти процессы, они происходят, и организм несет накопительный эффект. Он быстро восстанавливается, подстраивается. И может даже так быть, что вокруг болевой зоны мышцы будут крепкими, сильными, но не потому, что мы укрепили мышечный корсет, а потому что организм защищается. Но когда пройдет время,
эту точку обмануть нельзя будет, уже реакция идет, ты ее сразу не выявишь, но проявится к 25-30 годам. Ну, то есть, если не прорабатывать, то уместно. Конечно, но зато преимущество в подростков в том, что дети и организм их очень легко адаптируются. Он гораздо быстрее восстанавливается. Мы очень быстро можем видеть результат, когда подросток ходил крючком, а при регулярных занятиях уже через месяц он ровнее ходит, а через 2 месяца вообще разница большая. Если, опять же, у ребенка нету усугубленной ситуации. Угу. Приведу такой пример. Я не знаю, сегодня девочка придет, Лера, ходит ко мне девочка, ей 13 лет. Я, по-моему, рассказывала про нее. Она в школе учится, не занимается спортом, стройненькая такая, но очень зажаты плечи, зажата спина, тяжело ей дается растяжка. Мама привела попробовать. А потом, почему пришла? Потому что ребенок стал жаловаться, что болит спина, что болит голова, слабость и вялость. Понятное дело, что это подросток и гормональные изменения, но тем не менее физическое тело не обманешь, все зажатости сразу видны. Головные боли, да, уже начали. Да. И потом ребенок приходит на занятия, понравилось, начинает ходить регулярно, стало легче. Ну вот уже через месяц занятий значительно легче, он сказал, мне хорошо себя чувствую, оно быстро восстанавливается и адаптируется. Потом я уезжала, меня месяц не было, я ездила, курсы проводила в Санкт-Петербурге, ну, в Абхазию ездила, потом в Питере курсы проводила, приезжаю, потом еще какие-то были моменты, что у нее не получалось, и вот она недавно ко мне опять вернулась, вот сейчас после моего приезда, и она говорит, что мне так не хватало занятий, что я смотрю, у нее опять плечи зажаты, опять сутулится. И она и сама говорит, мне так помогают эти занятия, что я хожу, потому что мне лучше, я лучше себя чувствую. Не ради понтов, а потому что она чувствует себя лучше. Конечно, она его почувствовала. Да, да, конечно. То есть вот дети даже такого возраста уже могут эти вещи фиксировать и наблюдать за собой, что немаловажно. Дальше. Мы поговорили сейчас о важности растяжки, так? И теперь очень важный момент – укрепление мышечного корсета. То есть нам нужно не просто растянуть и проработать все, а еще сформировать корсет таким сильным, крепким, чтобы ребенку легко было ровно сидеть, чтобы он долго мог ровно сидеть, ровно ходить. Нагрузка-то все равно же чувствуется, а мышцы должны быть сильными. А для этого нужно регулярно заниматься. То есть вот такой у нас огромный пласт работ получается. Но на самом деле все не так страшно. Мы сейчас проговорили самые базовые вещи, самые элементарные, на что мы должны опереться. И единственная разница между группой взрослых и подростком, я детей сейчас не беру, младше 10 лет, я просто добавляю побольше парных элементов и упражнений для нейрогимнастику. То есть добавляю игровые элементы, чтобы у детей, чтобы их раскрепостить, подростков, чтобы они побольше улыбались, посмеялись, сняли стресс, потому что в любом случае, как ни крути, в школе все равно стресс, требуется дисциплина. Дома тоже родители, когда же если идеальная хорошая семья, все равно дома требуют, учиться надо, ну никуда от этого не денешься. И поэтому для ребенка важно находить какое-то место, пространство, какое-то время, где бы он мог чувствовать себя свободно и хорошо. Поэтому вот у меня, допустим, подростки, я обращаю внимание, что они даже уже пораньше приходят, просто чтобы поговорить, поболтать, тут поиграть.
им вот это нужно. И причем они же объединяются здесь по интересам. То есть они понимают, что они пришли сюда по факту ради одной цели. Даже если мама привела, все равно. Что вот у взрослых, ну там, 20 плюс, да, там, женщин там 30 лет такой, ну, нет задачи там дружить в коллективе, то есть они же где-то эту потребность восполняют на работе там, и так далее. А подростки, они как раз вот, у них есть потребность найти похожих на себя, там, с общими интересами, поэтому это тоже такое место очень важно. Да. Поэтому выстроить занятия с подростками не так сложно. Важные факторы для тренера какие должны быть. Первое – это искренность и честность. Когда мы честны по отношению к себе, то мы сможем быть открыты по отношению к детям. То есть, первое, я задаю себе вопрос, зачем я вообще хочу вести эти занятия? Зачем? Для чего мне это нужно? И что здесь стоит на первом месте? Если на первом месте стоит заработок денег, и я иду просто потому, что это модно и популярно, я очень сильно сомневаюсь, что эти занятия будут пользоваться спросом. Точнее, может быть, они и будут, если это хороший коммерческий подход, да, но тут не будет душевного вот такого обмена и контакта. А для меня, допустим, я сейчас говорю за себя, для меня важно иметь обратную связь. Не то, чтобы я нравилась кому-то, и нет такой задачи всем нравиться, нет. Просто мне нравится людям давать, и если то, что я делаю, дает результат, то я понимаю, что мое дело несет благо, и тогда я с благодарностью принимаю деньги, потому что если есть благодарность и результат, то значит я выполнила свою работу. Вот, то есть моя работа заключается не просто в том, чтобы физически телом своим потрясти и показать тупо вот эти упражнения. А особенно осознавая, что те группы людей, которые ко мне приходят, они нуждаются в этом общении, вот в этом коллективе, то тогда, ну, это двойная получается работа. Вот, такие моменты. Ну, то есть первое, да, это искренность. Искренность еще и заключается в том, что нельзя, вот как уже сказала, нельзя, да, идти сюда только ради денег. То есть важно 50 на 50, важно идти людям давать и с благодарностью принимать. То есть нельзя отказываться, конечно же, от денег, и нужно ставить достойную оплату за свой труд. Это будет тогда баланс. Второй момент. Все мы люди, и у всех у нас может что-то не получаться, мы можем учиться. Например, но это уже даже не только про подростков, а вообще про опыт мой тренерский. Много-много лет назад, когда я пришла в эту индустрию и стала сама вести занятия, я людей мучила, я говорила, что вот я сейчас прохожу обучение, я учусь, помогите мне, рассказывайте, что вы чувствуете, как. То есть я постоянно задавала им вопросы. Вот вы стоите в этом положении, а вам не больно, а вас точно вот должно тянуть вот это, или вы должны чувствовать вот это. Так или нет? А после занятия? А как вы спали? То есть я людей мучила. Я иногда думала, ну, наверное, я их достала. А потом они мне наоборот говорят, так здорово, что вот ты нас спрашиваешь, и люди на это идут. И так получалось по жизни, вот честно, у меня никогда не было больших групп, ну, то есть, чтобы там 20 человек, 15 человек. У меня вот среднее количество, вот до 8 человек в среднем в группе регулярно, в Санкт-Петербурге до 8 человек ходило, но они ходили годами, то есть это были люди, мне не нужно было делать рекламу, потому что вот они пришли, они доверились, они видят результат, и зачем им искать что-то другое? Они здесь получают все, что им нужно, и тело укрепляется, и растяжь, ну, в общем, все гармонично работает. И, соответственно, зачем куда-то еще идти? И они вот ходят много лет. И многие люди до сих пор, да, в Санкт-Петербурге помнят, и даже я 10 лет назад, девочка, когда в последний раз в Петербург ездила, я решила сделать мастер-класс с бордами, помимо обучения, для обычных людей, не для тренеров. Я в группу написала, в старую,
И у меня приехала девочка, я 10 лет не видела, 10 лет. Представляете? Она говорит: Вика, ты такая молодец. Она купила себе сиборды, сиборд домой, она купила занятия на сайте моей, то есть она просит, говорит: Вика, сделай, пожалуйста, занятия онлайн. То есть вот столько лет прошло, да, сколько тренеров, она говорит, сколько я где была, я нигде не получала вот того эффекта, который был в студии. Вот представляете, да, вот такой вот да, 10 лет прошло. Так я к чему это говорю? И здесь в горячем ключе вот те люди, которые тут приходят, Елена Николаевна ко мне ходит 5 лет, ну, как я вот практически переехала, даже 5 с лишним. Вот Валентины сейчас нету, она тоже ходит практически 5 лет. Ну, в общем, тоже там девчонки 3 года, 2 года, год. Ну, в общем, практически. Вот они приходят, и они вот ходят. Это я все к чему говорю? К тому, что я не гонюсь, да, за большим количеством людей, вот за этим сменным потоком. Но зато есть качество, и мы можем видеть результат и динамику, что происходит. Стабильная вот эта группа. И подростки также. То есть вот сколько работаю с подростками, они тоже как пришли и ходят стабильно, занятия не меняют. Это же тоже радует, конечно. Да, да. Вот Дианочка как пришла ко мне, вот она сегодня должна прийти, как пришла, 2 года, нет, не 2, сейчас скажу сколько, 1,5 года назад, и она вот ходит. Хотя она до этого сколько занятий поменяла, мама вообще не надеялась, что она здесь задержится, да, и вот ходит. Ну и нравится, и все время звонит: ой, тетя Вика, что это у вас так долго занятий нет, и я соскучилась. То есть нравится, и слава богу.